Не могу сказать, что я рад, выпуская данный ролик в связи с печальными обстоятельствами, которые случились. Как вам всем известно, 4 марта 2019 года ушел из жизни замечательный музыкант с потрясающей бешеной энергетикой и, конечно же, эксцентричным внешним видом. Человек, который своим творчеством и группой, в которой участвовал, бодрил всю мою юность, а также, я думаю, что и вашу юность, тех людей, которые включили посмотреть данный ролик. Речь, конечно же, пойдет о Ките Флинте, фронтмена группы Prodigy. И в данном ролике мне хотелось бы через призму своих знаний о татуировках рассказать немного о нательном творчестве, которое было у этого замечательного человека. Поехали! Кит Флинт – британский танцор и бессменный фронтмен популярной группы Prodigy. Родился 17 сентября 1969 года в Лондоне. Начинал свою карьеру в Prodigy как танцор, но впоследствии стал вокалистом в группе. Мировую популярность группа обрела благодаря хиту Firestarter, автором которой являлся сам Флинт. Кит говорит об этой песне следующее: «В первый раз мне понравилось то, что я сделал. Не только в музыкальном плане, но и то, как данная песня отражает мою сущность. Я вернулся домой, переслушивая эту песню, и думал, мне так это нравится. Вместе с мыслями я ощущал огромную волну эмоций». Также группа известна такими бессмертными хитами, как «Smack My Beach Up» и «Voodoo People», которые были известны во всем мире, в том числе и в России. Практически все тело Кита Флинта украшено татуировками с объектами различных стилей и сюжетов. Сам же Флинт о них никогда не рассказывал. Он всегда был замкнут и не особо любил хвастаться своей личной жизнью. Некоторая часть его татуировок имеет сугубо декоративный характер, однако не меньшая их часть имеет смысл, который я попытаюсь вам раскрыть. Правый рукав наполнен достаточно большим количеством некрупных татуировок. На кисти изображен пистолет Derringer. Данный пистолет простейшей конструкции, как правило, карманного размера. Название происходит от фамилии известного американского оружейника 19 века Генри Деринджера. Широко применялся как оружие самообороны. На внутренней стороне запястья можно увидеть имя Дженти. До того, как Флинт женился на Майюми Кай, с 2004 по 2005 год он состоял в отношениях с британской певицей Джентиной Чапман, чье имя он, собственно, и увековечил на своем запястье. На внешней стороне запястья мы видим олдскульный череп в мотоциклетном шлеме и очках, характерных для байкеров 70-80-х годов, что является отсылкой к его неистовой любви к мотоспорту. Летом 1998 года Флинт объявил, что будет соревноваться среди профессиональных гонщиков. В октябре этого же года он занял 3-е место на своих первых соревнованиях, а в 2015 году обзавелся своей собственной мотокомандой Team Traction Control. Далее на предплечье мы видим все традиционные олдовые наколки в виде розы, ласточки, гвоздя для гроба, а также очень знаменитый скетч с опасной бритвой, кастетом и надписью «Love Thy Neighbor» – «Люби ближнего своего». На тыльной стороне предплечья изображены муха, медведь и неизвестное животное, то ли собака, то ли кошка в доспехах. Значение этих тату для Кита можно понять из надписи, расположенной рядом. «Please don't feed animal» – «Пожалуйста, не корми зверей». Логично предположить, что имелось в виду «не корми своих бесов». На плече Флинта нашли себе место графичный череп, символизирующий его бунтарский нрав, и голова волка, говорящая о его характере и позиции одиночки. Рядом сделано тату в виде осколочной гранаты с рамкой в виде цепи, на которой висит мертвое животное, подчеркивающее взрывной характер музыканта и явное креативное мышление. Над гранатой 2 руки, чокающиеся бокалами, также довольно знаменитый олдскульный скетч. На внутренней части правого бицепса можно разглядеть муравья, логотип группы, придуманный Лиамом Хоулеттом в 1996 году, который, кстати, до участия в Prodigy был художником-графиком. Возможно, идея возникла на основе стиля музыки группы. Производное слово «муравьиная кислота», так как раньше электронную музыку называли кислотой, а рейверов – кислотниками. Также муравей – представитель подземного мира и ассоциируется с андеграундом. На левом рукаве красуются узоры в стиле трайбал и изображение ангела, подносящим девушке дорожки с кокаином.
ноты какой-то композиции и надпись «Girls, Guns, Dreams». Левый рукав Флинта ярко характеризует его бунтарскую, рок-н-ролльную сторону жизни. На внутренней части левого бицепса набит портрет монахини, которая лихо вписалась в этот кокаиновый бардак. На шее изображен клоун в цилиндре с окрасом британского флага и американскими звездами. Скорее всего, это аллюзия на американского пропагандиста дядю Сэма, исполненный в антивоенной концепции. Тому подтверждением может являться надпись выше «You fools» – «Глупцы». На груди можно увидеть олдскульное тату со сломанным якорем, пантерами по бокам и с японскими воинами в боевой схватке посередине. Дополняют эту картину два самолета на ключицах и падающие с них бомбы. Трудно разобрать данную идею татуировки и ее значение, но вполне можно предположить, что Флинт, увлеченный японской культурой, мог посвятить это тату событию Второй мировой войны, а именно бомбежке американского порта Перл-Харбор. Однако это только догадки. На животе большая надпись «Inflicted», дизайн которой принадлежит Лиаму, что дословно переводится как «нанесенный», «навязанный», а на жаргоне что-то типа «отмороженный» или «отбитый на голову». На спине Флинта красуется бог Фудамео, одно из воплощений Будды, неистовый страж буддизма. Несмотря на его ужасающий облик, это божество доброжелательно к людям и является воплощением бога мудрости, великим просветлителем, которому взывают для духовной защиты. Безобразное обличие призвано отпугивать демонов. Кит Флинт имел пагубные пристрастия к наркотикам и алкоголю, впоследствии чего решил лечиться в Японии, где в 2006 году женился на японке Майюми Кай и сделал эту татуировку, возможно, проникшись японской культурой и вдохновленный ее символизмом. Рядом с богом Фуда красуются иероглифы. По мнению переводчиков-японистов, этот иероглиф не закончен и обозначает адрес: далекий холм, провинция Чэньцзянь, город Даньшань, улица Гушань. Звучит, конечно, странно, особенно то, что адрес находится в Китае. Возможно, эта бирка была просто тупо переписана с эскиза татуировки. Также на спине, на правой лопатке, имеется лошадь, убитая стрелой и истекающая кровью, и неизвестный персонаж с колючей проволокой. Если знаете, кто это, обязательно напишите в комментариях. Ноги фронтмена группы Prodigy забиты полинезийскими узорами и трайблами. Я надеюсь, что вам было интересно посмотреть данный ролик, а многие из вас и немного поностальгировали по тем золотым своим временам, когда слушали данную группу, когда тусовались, гоняли на рейвы. И все-таки я считаю, что образ этого классного чувака, Кейта Флинта, эксцентричный, эпатажный, просто безумно крутой и интересный образ останется всегда в наших сердцах, а у меня даже и плакатом на стене. Я желаю всем удачи и всего хорошего.